ночь на 1 декабря 1963 года на Уртабулакском месторождении в результате допущенных нарушений в технологии бурения скважины номер 11 газ вырвался на поверхность, разрушая все на своем пути, и вспыхнул огненным факелом. К этому времени скважина номер 11 была пробурена до глубины 2409 метров и вскрыт мощный газоносный пласт с давлением около 300 атмосфер. Ценой огромных усилий удалось растащить тракторами в стороны разрушенное оборудование скважины, и газовый фонтан небывалой мощности принял форму горящей свечи высотой в 120 метров. В пламени этой свечи только за одни сутки сгорало свыше 12 миллионов кубических метров газа. Это больше, чем потребляет газа за день такой крупный город, как Ленинград. Чтобы заглушить фонтан, решили установить над устьем скважины специальную арматуру. Она позволит отвести часть газа в стороны и произвести затем спуск в скважину бурильных труб. Но как приблизиться к устью скважины? Мешали боковые языки пламени, вырывавшиеся из уцелевших превенторов. И тогда наступление на газовый фонтан повели артиллеристы. Их боевая задача — прямой наводкой сбить превенторы. Снаряд — учебная болванка. Требовалась филигранная точность наводки. Повреждение ниже расположенных колонн ставило под угрозу дальнейшей работы над устьем. И артиллеристы не подвели. Когда превенторы были сбиты, приступили к интенсивному охлаждению приустьевой зоны, заливая ее водой из пожарных лафетов. Водяными струями удалось приподнять пламя над устьем на высоту около 10 метров. Образовался водяной зонд. Теперь уже можно было приблизиться к устью скважины. Натаскивание на нее арматуры потребовало от рабочих большого упорства и подлинного мужества. Вырывавшийся из скважины газ был ядовит, а над головой с ревом бушевало нестерпимо жаркое пламя. Эта труднейшая работа в январе 1964 года была частично закончена. Газ по 9 отводам устремился в стороны от скважин. На концах отводов его зажгли, чтобы избежать отравляющего действия. На Уртабулаке засверкал огненный фейерверк. Но спустить трубы для глушения фонтана ниже 10 метров не удалось. Сильно возросло давление газа за 8-дюймовой обсадной колонной, и газ устремился в известняки Бухарского яруса. Появились грифоны с большим содержанием сероводорода. Их быстрое распространение грозило отравлением воздуха целого района с населенными пунктами. Арматуру, установленную на устье скважины, пришлось вновь разбить артиллерией. В последующие 2 года на Уртабулаке применялись практически все известные методы борьбы с фонтанами. Через ствол скважины номер 16, пробуренной до глубины 2503 метра, в газоносный пласт было закачано около 60 тысяч кубометров воды, но воздействовать таким способом на фонтан не удалось. Не помогло и бурение специальных наклонных скважин. Ни одна из них, несмотря на многочисленные разветвления, не соединилась со стволом фонтанирующей скважины. В этот период не было еще известно истинное положение ствола аварийной скважины, отклонившегося при бурении от вертикали. Только позднее установили, что радиус зоны его отклонения на глубине 2400-2500 метров равен 120 метрам. Вероятность успеха была ничтожна. Стало ясно, со столь мощным газовым фонтаном необходим принципиально новый метод борьбы. И специалисты пришли к выводу: пылающий факел Уртабулака достоин такого соперника, как ядерный взрыв.
Учеными и инженерами впервые в мировой практике был научно обоснован и разработан детальный проект перекрытия ствола фонтанирующей скважины при помощи подземного ядерного взрыва. И летом 1966 года на Уртабулаке появились новые буровые вышки, предназначенные для проведения столь необычного эксперимента. Был детально изучен район, где предстояло произвести подземный ядерный взрыв. Месторождение Уртабулак представляет собой равнину, существенно осложненную буграми и грядами. Соленые озера, места круглогодичного выпаса скота, на севере от Уртабулака расположен областной город Узбекской ССР Бухара. Город глубокой древности, донесший до наших дней культуру Средней Азии далеких веков. До него 90 километров. На северо-западе могучая река Амударья. На левом ее берегу город Чарджоу, областной центр Туркменской ССР. До него 85 километров. На северо-востоке от Уртабулака город Наваи. Современный социалистический город, возникший среди пустыни всего лишь несколько лет назад. До него 150 километров. Самый близкий к Уртабулаку населенный пункт – поселок Денгискуль. Всего 27 километров. Но, как установили ученые, даже ему не грозила ни малейшая опасность от подземного ядерного взрыва. Вернемся на промысел. Проведение большого комплекса аккаратажных работ на новых скважинах позволило определить направление и величину отклонения аварийной скважины от вертикали. Был подтвержден прогноз ученых о том, что ствол фонтанирующей скважины на глубине 1500 метров отклонился на 50-60 метров к северо-западу от вертикали. Мнение специалистов свелось к тому, что наилучшим местом перекрытия фонтанирующей скважины является отложение песчаников 12-го горизонта. Было решено опустить ядерный заряд на глубину 1500 метров в скважину, проходящую в 30-40 метрах от аварийной. Мощная пачка глин, залегающая над песчаником, должна предотвратить грифонообразование и перетоки газа в вышележащие горизонты. Боевая скважина. К ней предъявлялись особо повышенные требования. В стволе не должно быть ни каверн, ни уступов на стенках. Совершенно недопустимо сужение ствола или обвалообразование. Специальная бригада бурильщиков с особой тщательностью производила проработку ствола скважины. Для сохранения в скважине заданной температуры через ее ствол прокачивался глинистый раствор, предварительно охлажденный в специальных теплообменниках, смонтированных в районе скважины. В соответствии с расчетами инженеров, потребовалось подготовить более 100 стандартных обсадных и бурильных труб для того, чтобы опустить ядерный заряд в
заданную точку. Командный пункт автоматики. Сигналы подрыва ядерного заряда будут переданы отсюда в боевую скважину прямо по кабелю. Подвешивается кабель, ведущий к приемному пункту автоматики, организованному в непосредственной близости от боевой скважины. Здесь же установлена учеными сейсмическая, тензометрическая и дозиметрическая аппаратура, которая позволит изучить воздействие взрыва на различные сооружения промысла, зафиксирует уровень возможной радиоактивности. А вот и сам ядерный заряд. Исходя из поставленной задачи, конструкторы поместили его в специально разработанный контейнер. Контейнеру придана форма, наиболее выгодная для помещения в ствол боевой скважины. После подготовки боевой скважины и всего промысла было принято решение доставить ядерный заряд на боевую площадку для подготовки к опусканию в скважину. По-прежнему бушует огненный факел, но люди уже готовят силу, способную обуздать его. К заряду подключают кабели подрыва. Закончена проверка на герметичность. Контейнер с ядерным зарядом начинает свое 1,5-километровое путешествие вглубь Земли. Пошли вниз первые бурильные трубы. Скорость спуска 1 метр каждые 3 секунды. Приборы непрерывно показывают глубину спуска, фиксируют величину нагрузок, давление и температуру в контейнере. Одновременно с 3 самоходных картажных подъемников подаются 3 линии кабеля подрыва. Отлично подготовленная бригада бурильщиков провела без всяких помех сложную операцию опускания ядерного заряда на заданную глубину. Началось цементирование боевой скважины. Это делалось для того, чтобы предотвратить возможную утечку природного газа из ствола в вышележащие горизонты. Утро 30 сентября 1966 года. Газовому факелу насчитывается уже 2 года 9 месяцев существования, целых 1000 дней. Миллиарды кубометров газа было бесполезно сожжено за эти дни. Сегодня этому должен быть положен конец. В борьбу с газовым факелом вступает мирный атомный взрыв. Командный пункт. Здесь собрались те, кто вложил свой труд, свою мысль, свой опыт в разработку совершенно нового метода глушения газовых фонтанов.
можно приступать к проведению эксперимента. Включается автоматика управления взрывом. Эти кадры наш кинооператор снял за час до взрыва. Боевая площадка опустела. Люди покинули ее. Машина и техника отведены за 5-километровую зону. Остались наедине друг с другом лишь факел и боевая вышка. Программный автомат отсчитывает последние секунды. Внимание! Осталось 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Это подземный толчок подбросил нашу камеру. Смотрите, газовый факел стал заметно уменьшаться. Что же произошло там, внизу, на 1,5-километровой глубине? Расчет ученых и инженеров был верен и точен. Понадобилось всего 23 секунды, чтобы ядерный взрыв стал победителем в борьбе с мощным газовым фонтаном. Первыми на месте взрыва появились самолеты службы радиационной безопасности. И вот первые результаты проб воздуха. От 25 до 3000 метров высоты радиация 0. Метан не обнаружен. А на Земле радиации нет. На Уртабулаке наступила непривычная тишина. Навсегда прекратился рев и гул бушующего огня. Слышно лишь бульканье глинистого раствора, заливаемого в фонтанировавшую скважину. Вскоре устье скважины было засыпано. Но долго еще оставалась раскаленной земля, нагретая факелом. Повсюду кипели игрушечные гейзеры, а колеса машин приходилось охлаждать струями воды. А затем над устьем скважины был установлен передвижной буровой станок, и начался спуск в скважину бурильных труб. Их удалось опустить до глубины 1040 метров. Когда эту работу закончили, скважину зацементировали до самого устья. Так, с помощью мирного ядерного взрыва был ликвидирован мощнейший открытый газовый фонтан и сохранены для народного хозяйства сотни миллиардов кубометров ценнейшего природного газа.